Okay, we start now. Andreas is right in the chat box that if you use the phone, you have to unmute the system. That should be working now for everybody. And so we are glad that you're joining our video call on our macro update. With me is Andreas Pickel, who is our CIO, and we'll cover topics today. Я сейчас скажу тоже на русском. Я буду переводить нашего эксперта и CIO Андреаса Биккеля, который будет делать анализ рынка. Вот, мы приняли решение, что будем давать доступ к нашему анализу нашим партнерам, друзьям, которые тоже интересуются финансовыми рынками. Вот, теперь мы это будем делать регулярно. Это будет происходить раз в 2 недели. Соответственно, просим вас участвовать и в следующие разы. Вот, в конце сессии будет возможность задавать вопросы через чат. И мы начнем. Andreas, ты держал. Welcome from my side. We are going through our bi-weekly macro call. This time the call is obviously centered around the actual situation regarding pandemic, corona, how it will impact investments. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию на рынках, на глобальных экономических рынках. Один из, скажем так, упоров будет сделан на коронавирус. Это очень важная тема на данный момент, которая напрямую влияет на ситуацию на рынках. So, for that, let me share with you my presentation. So I will now put on our PowerPoint presentation, which you will see on your screen. Сейчас мы перейдем на форму презентации. Вы сейчас увидите на ваших экранах непосредственно презентацию, которую мы подготовили для нашего колла. Андреас будет озвучивать отдельные слайды, а я в свою очередь буду переводить вас. So let us start with the first slide. As usual, we start with a macro update. The disclaimer here is we have 4 people joining. Let me just let them in. Okay, so again, we start normally with macro. This time the macro is a bit distorted due to recent event. You see that best on the left-hand side on the top. This is the global PMI. We have seen before the outbreak of the coronavirus and its impact that the curve was upward sloping, and we could have expected a global modest recovery. Во-первых, добро пожаловать новых участников в чате, мы их добавили. Мы начинаем нашу презентацию, как обычно, с макроанализа, более общего. Наверху слева вы видите инфографику, как развивался индекс PMI и доходность гособлигаций американских. Почему это важно изучать при анализе глобальной экономики и ситуации на рынках? PMI-индекс – это индекс, скажем так, который реплицирует мнение ведущих управления менеджеров по будущим месяцам. В среднем это показывает, насколько менеджеры и управляющие верят в то, что будет лучше, чем есть сейчас. Считается, что если индикатор выше 50, значит большинство верят в то, что следующий месяц будет лучше, чем был прошедший. Соответственно, можно ожидать то, что можно ожидать позитивной динамики в экономике. Вот. И почему мы наложили эти 2 слайда друг на друга? Потому что они коррелируют очень сильно. Соответственно, при падении доходности американских гособлигаций мы видим в то же время и соответствующую коррекцию на уровне PMI. Причем PMI является при этом ведущим индикатором. Соответственно, если мы посмотрим на эту картинку, мы можем ожидать, что доходность гособлигаций должна сейчас пойти вверх. So, at the moment, we have no update of the PMI data. It will come out next Monday. But what we have is a strong correlation with the yield of the US Treasury, as you can see on the blue line. Therefore, the reasonable assumption is that we will see a slowdown in Q1 and Q2 in the economy, which has a
impact on the outlook of equities and bonds? Мы видим, скорректирую немножко то, что я сказал, мы видим, что наоборот PMI индекс идет за уровнем доходности гособлигаций. Отталкиваясь, если мы посмотрим внизу последний месяц, то мы видим, что разница есть, PMI индекс находится выше, чем доходность гособлигаций, соответственно, PMI индекс, скорее всего, пойдет вниз, за ним, вместе с ним и общая ситуация в экономике. Let me just say hello to the 4 new joiner. There are still people joining, so welcome to everybody. If we go to the right-hand side, you see the same situation, PMI for Germany, but here we had an update on the flash data, and you see that there is already an impact on the growth outlook for the next 6 months, shown on the blue line of the PMI. Ну, наверху справа мы видим опять-таки индекс PMI. В этом случае это не глобальный PMI индекс, а именно индекс Германии. Здесь мы уже видим тоже коррекцию его. Соответственно, он находится ниже 50. Это опять-таки связано с ситуацией вокруг коронавируса. We have still people joining, so welcome everybody. Until recently, the picture underneath the global PMI, we were expecting, based on the orders, a global recovery. However, this at the moment is due to the coronavirus at risk, as we said. And you see on the right-hand side that this cycle, this recovery cycle, this little triangle is very small, and we fear that we will probably see in some areas of the world a technical recession, or at least 2 quarters in a row with a slowdown. Maybe not negative yield, but with negative growth, but with a slowdown. Коронавирус изменил немножко нашу проекцию того, что будет происходить с экономикой, и уже влияет на экономику непосредственно. Индикатор PMI, который тесно связан с общей картиной экономики, является цикличным индикатором. Если мы посмотрим в левой стороне снизу, мы видим, что, по идее, в 2020 году мы ожидали вот этот треугольничек темно-синенький, что он должен пойти наверх. То есть у нас, по идее, должна была быть рост индекса PMI, цикличный рост, и вместе с ним как бы и общий рост экономики. Повторюсь, что к нам присоединится позже. PMI является одним из самых важных индексов, который дает понять температуру по больнице. Соответственно, это индекс, который отображает видение ведущих менеджеров на рынке о том, будет ли следующий месяц хуже или лучше предыдущего. И в основном он является, как я уже говорил, повторюсь, основным индикатором. Вот. Но вот эта цикличность, отталкиваясь от которой мы ждали, что экономика пойдет вверх в начале 2020 года, была сломана опять-таки ситуация вокруг коронавируса, которая сулит нам теперь не восстановление экономики, может привести даже к небольшой коррекции на рынках. What we see so far, if you look here, this is the month-to-date February return of equities. You see now everything is negative. 1 week ago we were still here up between 1 and 6%. Now we are everywhere below 0, and in some cases even below 5%. Мы видим на следующем слайде, у нас, в принципе, расписаны все основные индексы глобальные. Сверху идут банды, облигации, потом акции, индексы акций, затем Commodities, основные ресурсы, ну и валюты. В первую очередь, посмотрите, с левой стороны мы видим индексы, начиная с NASDAQ, дальше S&P, MSCI World и так далее. На февраль, точнее неправильно, первая колонка показывает то, что произошло непосредственно в феврале, а вторая колонка – это доходность с начала года. И мы видим, что практически все индексы, за малым исключением, находятся в минусе. Связано это опять-таки с коронавирусом, то есть о том, о чем мы говорили, сейчас мы видим это в цифрах, как это выражается. То есть, например, S&P находится практически на нуле, глобальный индекс MSCI World находится на уровне минус 0,35, есть как бы и отдельные индексы, которые еще сильнее просели. Еще месяц назад картинка выглядела по-другому, то есть на конец января мы наблюдали практически везде
рост, и индексы находились на положительной стороне. However, there are two exceptions which are worth mentioning. The first is gold. Gold, as expected, on average went up in February. We'll have a closer look later on. It just had a recent 2-day setback, but on average it is significantly up in the month, and also for the year almost 9%. Из общей картины выделяется золото, ну, выделяется относительно, мы знаем, что золото является, скажем так, хеджирующей позицией, зачастую оно используется как раз для хеджирования основных активов, каких-то акций. И мы видим, что в 2020 году с начала года золото выросло на 9%, и за февраль непосредственно за 4,5%. То есть сильный рост. Мы вернемся потом к этому активу чуть дальше. Сейчас мы говорим больше о общих картинах на рынках на сегодняшний день. More remarkable is the bond side. I mean, that government bonds had a rally is normal, but here all these indices have as underlying corporate bonds, most of them in the high yield area, so in the non-investment grade area, and this is really remarkable. As you can see, there's not one index which is negative. The worst one is actually the one with the highest quality, so corporate with the best quality, the global ag is flat, the rest is up significantly, although the underlying / the equity side of these bonds, they are mostly down. Очень интересную картину мы наблюдаем, если мы посмотрим на индекс бандов, как себя вели банды в этом году, непосредственно в феврале и с начала года. Это наверху слева мы выписали основные индексы, которые реплицируют рынки бандов. Все выросли в феврале, ни один не просел. С начала года тоже у всех позитивный показатель. Несмотря на то, а это действительно немножко уникальная ситуация, что большинство из этих индексов имеют как underlying, то есть основополагающие активы, которые формируют эти индексы, это компании, чьи акции очень сильно просели, потому что, и мы говорим здесь и high yield индексы, то есть высокодоходные облигации, которые, опять-таки, в принципе, реплицируют тоже состояние и компании, которые их выпустила, а в основном это американские компании, не самыми лучшими кредитными показателями, это азиатские рынки, US High Yield, US Asia, US Dollar High Yield индекс, в том числе это и европейский High Yield, и наоборот мы видим, что хуже всего себя вел, наоборот, самый безопасный инструмент из этого списка, это первая позиция Bloomberg World Global Aggregate, который показывает, как себя вели банды самого хорошего качества. Those who follow us regularly know that we have made a case for Asian high yields. So Asian high yields, as you can see, is up 1.6%. Although on the right-hand side, you see blue line in the single B area and in the double B area, we have seen a slight tightening of spread, but this was more than overcompensated by the falling yield. And compared to US high yield, where the spreads have widened further, you get a much higher yield, and the spreads are not so tight. So we continue to like Asian corporate bonds. Нам нравятся азиатские банды, то есть мы инвестируем в корпоративные облигации Азии и делаем это давно, и у нас есть позиция по этому поводу, и как раз в этом контексте мы видим, что если посмотреть с начала года, азиатские банды себя вели лучше всех. С левой стороны это пятый индекс сверху, Asia US Dollar High Yield 1,7%. Если сравнивать, опять-таки, это определенный диапазон риска, но если сравнивать схожий риск, здесь мы говорим, сопоставляем азиатские хай-йилды американским, то нам нравится все, нам нравится в этих бандах все больше в азиатских, как и спред, который все-таки более интересный, так и доходность, которую они обещают. However, this is what happened. Probably more important question is what's going to happen. On this side, we try to give you some hints, some indication what will happen next. If we start with the fear and greed indicator on the left-hand side on the top,
You see, 1 week, 2 weeks at the beginning of the year, 1 year ago, we were somewhere between 60 and 70, so here in the green area. That was because everything has rallied. Since the coronavirus is broken out or dominates the news flow, we see that we are in the red area. This is a tactical indicator, so normally when we get to levels where we are at the moment, you could consider entering risky assets, be it corporate bonds, although they have little correction, or be it especially equities. Maybe you can add some information. What is this indicator about? I mean, how is it composed? Do you have this information? It basically measures how many buy and sell orders are around with futures and options, and it's aggregated together as a tactical indicator. They don't hear us, huh? Yeah. What's the problem? Your phone. Okay. У нас небольшая проблема. Многие, кто использует чат, пишут, что не могут нас слышать, поэтому мы сейчас хотим ответить всем. Окей. Надеюсь, что сейчас, кто к нам подключился, нас слышит, потому что очень многие пишут в чат, что не слышат нас. Пожалуйста, подтвердите тоже, может быть, коротко напишите, что вы нас слышите, те, кто нас слышат. Потому что такое ощущение, что все отлично, звук есть, да, спасибо, спасибо. Еще раз повторюсь, коллега пишет на будущее тоже, те, кто подключает через телефон, вы должны выключить звук на телефоне вашем. Хорошо, продвинемся дальше. До этого мы обсуждали ситуацию, какая она была на рынках до этого, то есть на сегодняшний день картинку. Пришло время посмотреть на будущее, что мы ожидаем, как изменится рынок и куда мы начинаем двигаться. Это следующий слайд. Слева наверху у нас есть графа, который показывает так называемый Fear and Greed Indicator. Это очень хороший показатель, который идет от 0 до 100. 100 – это максимальная жадность, так сказать, и 0 – это максимальный страх. Соответственно, он показывает, готовы люди покупать, хотят ли они покупать или хотят они, наоборот, продавать и готовы выходить из активов. У нас индикатор был месяц назад, показывал еще 62, как мы видим, если посмотреть год назад, это было 69, 60. Соответственно, у нас еще до этого был, скорее люди готовы были покупать, хотели инвестировать в акции, в облигации, заходить на рынки. Сейчас у нас в контексте, опять-таки, смены ситуации на фоне коронавируса, он упал. Да, то есть до уровня 29, ниже 50, это значит что? Это значит, что многие готовы продавать, выходить из активов. Мы считаем, что это хороший момент зайти, да, потому что не надо стресс. Окей. So, the question obviously is why this sell-off was so strong and so severe, and one of the reasons is, you see on the right-hand side on the top, the blue line is the positioning, the beta to the equity market of CTA hedge funds, and you see the same in the gray line of bonds. So they are, or were actually, strongly positioned, most of them even with leverage, and therefore the sell-off got so severe and is actually not over yet. Мы видим очень интересную картинку с правой стороны. Почему у нас такая распродажа на рынках, да, происходит? Почему причина такой резкой распродажи, хотя до этого экономические данные были не такие уж плохие? Ответ лежит в том числе и в действиях хедж-фондов. Мы видим, что хедж-фонды, большинство хедж-фондов имеют как основополагающий актив как раз акции. Причем они работают с акциями не в классическом виде, скажем так, покупая непосредственно акции как книгу, они работают с очень большим плечом.
Соответственно, при коррекциях на рынках акций приходится этим компаниям, хедж-фондам, приходится распродавать их активы из-за маржин-коллов. И это усиливает в таких ситуациях распродажи и приводит еще более сильной коррекции на рынке. Okay. What you also see is in a sell-off, the volatility of various underlying here, most of them are from equity indices or ETFs on equity indices has spiked significantly. And from this you can profit. We will show you in the end some examples how you might profit from such a situation at the moment. Ну, слева мы видим, что у нас очень сильно резко возросла волатильность на рынках, понятно, из-за ситуации, опять-таки, коронавируса, паники на рынках, соответственно, волатильность высокая. Мы в конце еще расскажем пару идей, как это можно использовать в инвестиционных стратегиях. Okay. The question at the top is the V-shaped market correction? Well, the V, the first part we have seen, but the second leg, I would rather guess it will be a U. Why? You see here the consumption of Chinese coal, which is a very good indicator of industrial activity, and then in the end of GDP. It's a data the Chinese cannot distort or fake, and here you see clearly that people are at home, they are not in the factories, and the pickup so far is very modest. You see when the two-week break was over, you had a little pickup, and since then it is only modestly increasing. Therefore, my educated guess is we will see rather a U-shape than a V-shape recovery and market recovery as well. Do I understand correctly? You're talking about the economic situation in China or global, or is the Chinese situation leading to the global slowdown as well? This is only the Chinese. However, this has a lot of interference globally because, for instance, Swiss pharmaceutical industries have more than 50% of their input goods, so ingredients to produce medicine, from China. Okay, understood. Хорошо, переходим к следующему слайду. Да, мы находимся в коррекции. Вопрос, какой формы она будет. Будет она V-shape, то есть, соответственно, просела, рынки просели, сейчас опять идут вверх, либо же она будет, так сказать, U-shape, то есть мы просели и потихонечку будем восстанавливаться. Если отталкиваться от последнего слайда, на нем мы видим консумпцию энергетического угля Китаем. Это, наверное, единственный индикатор, который нельзя подделать китайской стороной, поэтому он считается среди экономистов очень важным индикатором общей картины индустриального в Китае. Вот. А Китай, в свою очередь, является важным индикатором, нельзя сказать просто важным, супер важным индикатором для всех других, для экономик всех других стран. Почему? Потому что, например, даже возьмем к примеру Швейцарии, казалось бы, да, экономика Швейцарии, насколько она завязана на Китае, да, но даже крупные производители швейцарской фармацевтики, а это является локомотивом швейцарской экономики, более 50% их сырья они производят, ну, как бы, высокотехнологичного сырья, мы сейчас говорим про высокотехнологичное сырье, производится в Китае, то есть Китай влияет на всех. И здесь мы видим, что действительно всегда был вот этот, и в 17, 18, 19, 20 году мы видели коррекцию небольшую на рынках Китая по связи с понижением спроса на энергетический уголь. Это было связано с китайским Новым годом. Но сейчас, в 2020 году, спрос остается на низком уровне. То есть практически люди ушли в отпуск и не вернулись, да, если это перефразировать по-другому. Это значит, что люди не работают, это значит, что компании стоят, производство останавливается, и, соответственно, и спрос на какие-то товары тоже уходит вниз, что вредит экономике. То есть мы не видим здесь очень быстрое восстановление. You see this as well on this slide. EPS growth is the main driver of equity prices. And at the beginning of the year, you can see here on the right-hand side, the forecast mainly for Asian equity markets, EPS growth was extremely positive. The key question is, however, how severe is the impact? And when this chart was produced 1 week ago, we were expecting scenario 2, so a mild impact. In the meantime, we are rather heading towards the scenario 3. So that means that roughly 5 to 15% of the expected EPS growth will not be
produced this year. But still, if you take, for instance, in the emerging market, generally 15% was expected and you lose 10%, then we are still above 13% growth. So the impact of the coronavirus is definitely here, but at the moment we cannot expect a global recession or a pandemic, which is also confirmed by the World Health Organization. Окей. На этом слайде мы немножечко уходим в детали. Мы смотрим на азиатские рынки, как они себя должны были вести изначально прогноз, и как они себя теперь будут вести прогноз на сегодняшний день в связи с тем, что появился коронавирус как очень важный элемент. Мы видим разные биржи, Токс Япония, там Hang Seng Китай, MSCI China, это общая картинка по Китаю, по акциям, MSCI EM, Emerging Markets. То есть это, в принципе, основные индексы, которые, ну, в принципе, фондовые индексы, которые показывают, как себя ведут рынки в Китае. На этом чарте мы смотрим на EPS. EPS – это чистая прибыльная акция. Это очень важный индикатор, который дает инвесторам понять, какую доходность он может ожидать от инвестиций в акции в этом году. Мы видим, что с левой стороны, первая колонка, мы видим, что ожидания были очень высокие, да, то есть 15% средняя температура по больнице, например, MSCI Emerging Markets, это вторая строчка сверху, там Hang Seng Китай, третья, 6-9%, то есть тоже неплохо. Теперь в связи с коронавирусом, как бы, были разные сценарии, как это может выглядеть, то есть мы видим там сценарий 1, там все будет хуже, но не намного, сценарий 2 и сценарий 3, соответственно, все будет очень плохо. Вот мы, как компания, сами отталкиваемся от сценария 2, то есть мы видим, да, коррекцию в среднем, это там 5-10% от того, что изначально ожидалось на этот год в Азии, но сегодня на фоне неутихающих проблем с коронавирусом, которые не удается победить с одной стороны, а с другой стороны уже того фактора, что когда экономика начинает тормозить, останавливаться, там уже идет экспоненциальное, как бы, изменение роста, потому что есть много факторов, которые друг на друга меняют, останавливаются пути там доставки, то есть там supply chain начинает не работать, да, то есть там чревато последствиями. В общем, long story short, начало года ожидалось хороший рост в азиатском регионе. После коронавируса ожидался, что на первом этапе все будет хуже, но не намного. Сейчас мы ожидаем, что все будет относительно не так хорошо, но это все равно в скобках даже, потому что посмотрим, если мы посмотрим на MSCI Emerging Markets, это ситуация на рынках, общая ситуация на рынках Emerging Markets, растущих рынков, то даже при худшем сценарии, при втором сценарии, скажем так, второй вариант, мы все равно даже просев на 10% даем, у нас есть ожидание доходности, средней доходности по акции 6%, не так уж и дурно. Okay. Normally people want to know where index go to and not what happens to EPS, although EPS is the key driver. On this slide, you see in the brown line the S&P 500 chart 2 days ago. And those who follow us on LinkedIn and maybe read our bi-weekly, they know that we have several times claimed that the index went too far in a too short time period. And at the moment, we are trading where my mouse is, so below this dark green line, below the 200-day moving average, below the 100-day moving average. And a correction goes normally until the red line, till the 200-day moving average. So the educated guess is this sell-off will be earliest finished when we reach a level of 3,040. We are at the moment roughly below 3,100. So the sell-off is mostly done, but not finished. На следующем слайде увидим, наверное, основной индекс, который используют все экономисты, это S&P 500, основной индекс Америки с его 500 самыми крупными компаниями. Мы видим сам индекс, который находится где-то на уровне 300, примерно 350. Мы видим плюс еще средние
200-дневная средняя усредненная величина, 100-дневная усредненная величина и 50-дневная усредненная величина, соответственно, зеленая, темно-зеленая, красная линия. Мы уже в начале года говорили о том, что да, индекс перекуплен и, скорее всего, будет коррекция. Был вопрос, что даст, скажем так, будет этим фактором, который толкнет камень вниз. Сейчас это оказался коронавирус, возвращаемся к нему еще раз. Что говорит наш chief-экономист, что обычно коррекции, они достигают уровня 200-дневного среднего показателя. То есть сейчас, да, небольшая коррекция уже была, но несмотря на это, мы ожидаем, что если коррекция продолжит, то она пробьет и 50-дневный, и 100-дневный, дойдет до 200-дневного. То есть мы можем увидеть цифры вблизи 3000 по S&P. The S&P is the world lead index. However, you can see that this works as well in Europe. Here you see the chart from yesterday and the 200-day moving average. And as we speak, we are actually at this level, which means at the 200-day moving average. And similar to what I've said before, you see a spike in volatility. And the key conclusion for both indices and obviously for other equity markets is don't panic, don't sell now. And if you sell, sell volatility. Sell volatility through selling put. But we come back to that. Следующий слайд показывает ситуацию уже не на S&P, а на Eurostoxx 50. Опять-таки, это центральный индекс, который показывает среднюю температуру по больнице в Европе. Здесь мы видим, что там уже коррекция дошла до 200-дневного среднего показателя. Это вот где красная стрелочка находится. И, соответственно, на следующем слайде мы видим, что это привело к чему? К тому, что очень сильно выросла волатильность на рынке. Волатильность, опять-таки, что это значит и как с ней работать, мы в конце еще скажем. Ну, в принципе, мы здесь говорим о работе с колами и путами, соответствующей продажи тех же колов. Okay. The flip side obviously is gold. This is the gold chart from yesterday. You can see we had a spike almost at 1,700. However, when this was drawn, we were at 1,640 roughly. And yesterday, although equities went down, gold had as well a sell-off. The chart works similar to the equity one, so I would expect at least a consolidation and moving back to the green line. So somewhere below 1,600. We were positive on gold. We would stress at the moment it's a bit overdue. В чате напиши просто. Окей, следующий чарт. Мы смотрим на золото. Мы поговорили про рынки S&P, американский рынок, Eurostoxx, европейский рынок акций. Сейчас мы смотрим, как себя ведет золото. Схожая картинка тоже здесь. Золото перекуплено абсолютно. И несмотря на то, что золото часто играет противовес к акциям и растет на фоне падения акций, учитывая технические показатели, мы здесь тоже видим, что оно находится далеко за пределами 50-дневного, 200-дневного, 100-дневного среднего показателя. И здесь мы тоже ожидаем коррекцию, и что оно просядет, может быть, не до уровня 1478, что было бы средним 200-дневным показателем, но, по крайней мере, усреднится в диапазоне 1500-1550. Вчера как раз был пример тому, что, несмотря на то, что акции падали, золото не росло, а тоже корректировало. То есть здесь тоже ситуация такая не очень спокойная, скажем прямо. The other thing which was positive was bonds. We haven't shown the development of government bonds. So here we see the 10-year government bonds of starting the US and then clockwise Germany, United Kingdom and Switzerland. In the United States, we have seen a rally of more than 2% or a drop of the yield from roughly 1.65% to roughly 1.35% as of yesterday. This is a tremendous rally, and all indices of these yields are showing a downward pressure, and all bonds shown here, but more around the world, government bonds are extremely expensive.
Следующий слайд, мы возвращаемся к бандам, мы уже коротко о них говорили, когда рассматривали разные индексы. И мы напоминаем, мы говорили о том, что они очень хорошо росли с начала года, практически все. Здесь мы видим конкретные примеры. С левой стороны это, значит, чарт показывает доходность, да, то есть надо разделять не цена банда, а именно доходность банда. Соответственно, когда цена банда уходит вверх, его доходность падает. Да, то есть, и здесь мы видим именно уровень доходности. Американские государственные облигации выросли почти на 2%. Здесь мы видим, что у них доходность опять-таки упала. То есть сегодня десятилетняя американская облигация дает доходность 1,3%. Очень низкая. Еще, к примеру, еще в декабре прошлого года мы могли ожидать что-то в диапазоне 2%. То есть мы здесь приближаемся практически к европейскому уровню, где давно уже отрицательные ставки и доходность облигаций очень низкая. Собственно, вот следующий слайд это и показывает. Сверху справа мы видим десятилетние немецкие бунды, как они себя ведут. Там у нас отрицательная доходность на десятилетние бумаги на уровне минус 0,5. Швейцария еще того хуже, минус 0,8. Немножко в плюсе остаются британские гособлигации на уровне 0,5. То есть доходности бандов, классических бандов государственных, находятся на небывало низких уровнях, причем везде. И пока мы не видим причины, что этот тренд развернется. Если сказать по-другому, рынки облигаций перекуплены. Okay. However, there are considerable differences. In the United States, even for a secure bond, treasuries, you get 1.35%, while in euros, you get something negative, while in Switzerland, in Swiss franc, you get something negative. The same holds true for yen, not shown. And you get something around 0.5% for 10 years in the UK. The other difference is, look, in Germany, in the UK, and in Switzerland, we haven't seen levels of August last year, while in America, the sell-off was more pronounced. So the pressure on the Fed to decrease rates, because the yield curve is inverted, has increased significantly. Собственно, я уже немножко убежал вперед, уже проговорили разницу отдельных, как себя ведут отдельные рынки. Можно тоже только добавить, что в отличие от Америки, где небывалый низкий уровень, низкий уровень доходности, в других странах мы это уже видели в прошлом году. То есть там инвесторы уже скорее знакомы с такой картиной, когда деньги некуда, ну, если переводить, то простой язык, когда негде припарковать безопасные деньги, это даже стоит. Но вот в Америке это небывалая история, как бы мы таких ставок еще не видим, по крайней мере, в обозримом прошлом. Да. If you look at this from the equity side, you see here the dividend yield of the S&P 500, and you see here the yield we have just seen of the treasuries. And at the moment, as you can see, if you buy an equity, you get more coupon or dividend, as it's called in the equity side, than you would get if you buy a 10-year treasuries. This normally means reverts, and there are only two ways. A, the equity prices go further up and the yield comes down, or we see the yields going up. I would expect short term to see a kind of rally on the bond side of the yields, and probably as well at the same time equities markets to recover. Да, мы здесь видим очень интересную картину, потому что обычно есть принципиально два варианта, как зарабатывать деньги. Либо это постоянные купонные выплаты, так называемый доход рантье, либо это capital gains, да, то есть либо это dividend yield в случае акций, то есть выплата постоянно дивидендов до фонд рантье, так сказать, либо это купонный доход, либо это рост самого актива в цене. Да, то есть два базовых сценария. Вот. Обычно классический вариант такой, что купонный доход, он скорее является более высоким, интересным как раз при бандовых стратегиях, то есть банды дают классически больше дохода, стабильного дохода, постоянного дохода, нежели акции. В форме купонов, да, акции дают тот же самый стабильный доход в виде дивидендов.
Вот. Мы видим, что купонный доход синенький, он наоборот сейчас находится ниже, чем доход стабильный от акций и дивидендов. То есть, суть, как бы это меняет немножко парадигму инвестора. То есть, по сути, если инвестор хочет спокойно, стабильно зарабатывать, скажем так, понятно проецируемый кэшфлоу, ему на сегодняшний день больше интересно вкладываться в акции, нежели в облигации. Вот. Но ситуация нормальная. То есть, соответственно, что мы ожидаем? Мы ожидаем, что она изменится в ближайшем будущем. То есть, все-таки будет разворот рынков, и доходность, ну, yield вырастут, да, то есть пойдут вверх, вот, и в то же время, скорее всего, выплаты дивиденды немножко ниже, будет ниже, доходность дивидендов. So the key question is, what shall you do? Obviously, so far it worked to buy bonds for capital gains and US equity for income. We would disagree that this will be the same case ongoing. Given the actual situation, we would rather recommend to sell in one way or the other. Volatility, you have seen that volatility has spiked. The simplest way is to sell puts on underlyings you like. So you choose a stock which you would like to own, you sell a put, you get a premium, and if the stock goes further down, you will get delivered the stock for the strike price, which is a very smart way of adding position and to get some insurance premium for it. Ну, грубо говоря, варианты. Вопрос теперь, что делать с этой ситуацией на рынке. Ситуация непростая, решений таких стандартных особо нет. Все или купить там акцию или облигацию. Скорее такие специальные решения, то есть одно это продавать волатильность, как говорят экономисты, ну, продавать путы на компании, которые вам нравятся. Да, то есть, это один вариант, если мы хотим заработать на рынке на сегодняшний день и не наращивать позиции акций. If that is too complicated, you can buy or structure reverse convertible, which does similar things. So basically, you get something which looks like a bond. If equities or the underlying goes down further, you get delivered the underlying, which could be, for instance, an equity. So it's another way of selling volatility. Ну да, продавать покрытые колы — это другая опция, как можно с этим работать. Ну, мы говорим здесь о reverse convertible, в первую очередь, инструментах, то есть, грубо говоря, мы покупаем структурированный финансовый продукт, который дает нам возможность зарабатывать какой-то фиксированный купон, но с риском того, что если, например, рынки сильно просядут, то вы получите у вас будет не купонный доход и инструмент, а у вас будет акция на руках. Немножко такие специальные решения, не совсем простые для классического инвестора. The other thing is you can go through your portfolio and see if there are positions which are up. And sometimes, gold is a good example, but there might be others, you can sell cover calls. So if that underlying which is still up, this was 2 days ago, a very good strategy. Today it is harder to find something. You would sell it for a very good price. Otherwise, you get your premium to hold the underlying. The next one is you can protect yourself by real estate. We prefer European REITs. They are extremely cheap. They haven't corrected much. They are still not expensive. Therefore, it's a possibility to buy European REITs. Третий вариант — это недвижимость. Недвижимость, опять-таки, в ликвидной форме, понятное дело. Ну, это в первую очередь РИЦ, инструмент. Опять-таки, нам нравится больше всего Европа, Германия непосредственно, которая пока еще не скорректировала. В принципе, неплохо они держатся. Они не настолько перекуплены, как большинство других бумаг. The next one is you go through your portfolios for your bond holdings, and most likely you will find one or two of them, for instance, oil companies, oil bonds from them.
they have significantly lost value, you might consider adding to such positions. Ну, опять-таки, вариант, который всегда подходит, в принципе, в любой экономической ситуации, это анализ портфеля, проверка, проверить, есть ли какие-то бумаги, которые можно продать, да, которые на общем фоне, несмотря на неспокойную ситуацию, выросли в цене, например, тоже золото, да, то есть зафиксировать прибыль с одной стороны. С другой стороны, есть все равно отдельные бумаги, которые просели очень сильно, fall так называемые, связаны, например, в первую очередь сейчас коррекция цен на нефть, опять-таки нефтяные компании, которые можно сейчас по регистрации активов покупать на рынке. Но я подчеркну, что все эти стратегии, они рискованные, то есть это все равно в таких отдельных инвестиционных решениях есть риски. After what I've said, the next point is kind of obvious. We dislike all government bonds. They are too expensive. What you could consider, however, is to buy an ETF which is short on the yield of these bonds. If you need assistance on that, please contact us. But the key message is don't buy government bonds. Ну, мы считаем, повторимся, что гособлигация американские, ну и все, в принципе, остальные сильно перекуплены. То есть здесь надо работать действительно подбирать отдельных контрагентов интересных, если мы хотим инвестировать в банды. И это основной пункт. I would consider on the gold side to work on it on both ways. So we had it already. You can either, if you own it, sell covered calls, or you can, if you want to own it, sell puts at lower levels. Or you can just add some gold to protect your portfolio without the option feature. Okay, last but not least, we are really advised, don't panic, don't sell. Most of the sell-off is most likely behind us. Maybe there's 5–10% more, but most of it is probably done. Nevertheless, all assets, be it bonds, be it equities, they are not cheap. And we still believe that forward-looking, we will see for a very, very long time low yields. Short-term, however, there will be counter moves. So short-term, you might see some bonds falling, yields rising, but over the midterm, yields will stay low, and therefore it will be a challenge to find future interesting investments. We still continue to invest in emerging market corporates. Ситуация непростая на рынке. Don't panic and don't sell off. Да, основной месседж, что значит не паникуйте, не продавайте сейчас на общем фоне все подряд. Немножко рановато еще, чтобы стать прямо bullish и, скажем так, проактивно инвестировать в акции, потому что ситуация действительно еще неспокойна с начала года, но продавать тоже не стоит. Мы считаем, что все равно на этом фоне все активы очень дорогие, особенно те, кто работает с бандами, прекрасно знают это. Если мы сравним ситуацию в прошлом году, у нас сильно изменилась ситуация, доходность бандов очень маленькая, как на государственном уровне, там он даже может быть негативно, так и на уровне корпоративных бандов. То есть просуммирую со стороны акций, не продавать, но заходить дополнительно, покупать, может быть, еще рановато для, скорее, консервативных инвесторов. А вот по поводу бандов, здесь, опять-таки, там ситуация непростая, нужно отбирать отдельные компании. Некоторые компании скорректировали на фоне коррекции цены на нефть, некоторые компании не сильно отросли, потому что у них есть прописаны колы. Нужно отбирать и смотреть варианты, но в принципе рынки перекуплены на данный момент. Не так уж просто находить интересные инвестиционные решения. Топ-даун мы верим скорее в азиатские рынки, чем в европейские и американские, несмотря на, скажем так, несмотря на то, что они как раз в первую очередь попали под удар в связи с коронавирусом, все равно корпоративные облигации в Азии дают скорее интересный доход в соотношении к рискам, чем те же бумаги, например, на европейских или американских рынках.
Теперь наша презентация подошла к концу. К сожалению, были у отдельных наших слушателей проблемы со звуком. Очень жаль. У кого-то получилось подключиться, мы видим чат. Надеюсь, что большинству понравилась презентация, было интересно. Теперь мы предлагаем, если есть вопросы, задавайте вопросы, можете задавать их либо в чат, либо у вас можно подключить, в принципе, и на видеосвязь, просто дайте знать, что у вас есть вопросы. Так что будем ждать. Если вопросов не будет, тогда будем завершать видеоконференцию. Вот. Пока вопросов нету, скажу о том, что в следующей неделе конференции не будет. Конференция будет проводиться раз в 2 недели, так как мы выпускаем раз в 2 недели аналитический отчет по рынкам, где мы анализируем ситуацию в глобальном плане. Мы рассматриваем там и отдельные инструменты, правда, мы это, информацию только ограниченному числу наших подписчиков, но общую макроинформацию мы будем рады с вами делиться. Мы не против приглашать и других заинтересованных инвесторов, так что вы можете делиться с вашими коллегами. Вот. Следующая макроанализ будет через 2 недели. У нас сегодня 26 число, соответственно, это будет ближе к 10 марту происходить. Более точную дату мы вам скажем, опять-таки тем, кто был у нас в списке, кого мы уже пригласили в этот чат и на эту конференцию, безусловно, получит дополнительно invitation. Вот, а так пишите, если не в чат, то в WhatsApp, ваши комментарии, будет интересно послушать, что вы хотели дополнительно слышать в таких макроанализах, чего не хватало, что можно сделать по-другому. Будет интересно послушать ваше мнение, тоже не только по форме, но и по сути. Коллеги, добрый день, меня слышно? Можно вопрос задать? Да, конечно, вас слышно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какой ваш взгляд на алюминий? Вот интересует сырье. Спасибо. Спасибо. So the question is, what is your view on commodities in general on the market, and more specifically on aluminium? What do you think about it? So the commodity market is in the end a derivative of the economic development, at least aluminium and industrial metals. As we see a slowdown short term, most likely the aluminium price will stay under pressure. Mid-term, however, I would expect, assuming that there is no global recession, that we see a recovery, and maybe I can upload the chart for all of you. Спасибо за вопрос, во-первых. Цена на алюминиум является таким же деривативом, важным деривативом от общей экономической ситуации. Учитывая, что у нас сейчас есть небольшая коррекция, которую нельзя назвать рецессией, то мы ожидаем, что и цена на алюминий будет под давлением. Но если мы не выйдем в глобальную рецессию, которая будет за пределами нынешней коррекции, мы ожидаем, что, в принципе, цена должна восстановиться. Андрей сейчас хочет вам показать чат, попытается восстановить. So I just pulled up the slide. As you can hopefully see, my pointer is at the moment not reacting, but as you can see, aluminium has sold off sharply and is trying to find a bottom. They can see it. And you see that at the beginning of autumn we saw a recovery. Long term, however, you see that there is pressure on the price. So I would argue that forward-looking aluminium will trend sideways, and if we see in Q3 re-acceleration, that we see higher prices from where we are now. Мы видим по чарту, что действительно есть коррекция на уровне цены алюминия. Ожидаем в квартале до квартала 3, что он будет скорее идти sideways, то есть движение в сторону, и уже трудно делать
такой точный прогноз, но, скорее всего, опять возвращается, потому что было сказано, если рецессии глобально не будет, то цены должны восстановиться. Как дериватив общей экономической картины. Yeah, to aluminium not, but if we see the question is always what will happen to the world economy, and in the old time you looked at copper, nowadays you look at DRAM prices, you see here the DRAM prices, and you see they haven't corrected, so the outlook for the economy is definitely not that bleak like the equity market are pricing in at the moment. The DRAM is the medium where you save data on the computer. Okay. So, дополнительно еще может быть input. Медь являлась хорошим индикатором тоже экономического роста и ситуации на глобальных рынках в прошлом времени. На сегодняшний день очень интересным индикатором является DRAM. DRAM, вот я сам не знал, это DRAM is on the computer the memory place. It's the price of memory. Okay. This is increasing, which is positive side. Да, другой интересный индикатор общей экономической картины – это цена на DRAM. DRAM – это непосредственно, возможно, это непосредственно storage space, даже не знаю, как это перевести, возможность сохранять на компьютере, то есть, вот, спасибо, мне подсказывают, это оперативная память, которая тоже есть цена, и она как раз не скорректировала, что интересно, она держится более-менее, и это хороший показатель того, чтобы все-таки глобальная рецессия не будет. This is now copper. You see copper had a strong сейчас мы видим медь. Медь как раз хорошо корректировалась, то есть она просела, а как раз стоимость оперативной памяти, которая считается индикатором, скажем так, современным индикатором индустрии, да, то есть мы переходим к индустриальному строю, к такому, скажем так, экономика ориентирована на IT-сервисы, и как раз здесь мы видим, что цена держится более-менее, и это интересно хороший индикатор. Есть еще дополнительные вопросы, может, по другим ресурсам? Спасибо, коллеги. Спасибо. Еще есть вопросы? Ну, давайте еще подождем, может быть, у кого-то появится дополнительный вопрос. Ну, раз вопросов нет, я тогда еще один задам. По бандам, как вы смотрите на госдолг Турции и на госдолг Аргентины? Спасибо за вопрос. Турция с длинной дюрацией, Аргентина с короткой. Спасибо. How we analyze the situation with government bonds in Argentina and Turkey. And we talk about either short duration long duration bonds in Turkey, government bonds, and short duration government bonds in Argentina. So basically, what is your view on the situation, the economic situation, long and short view on Turkey and Argentina? Well, on Turkey, we are rather constructive or positive. However, we have seen a tremendous rally. The outlook before this corona impact happened was positive. At the moment, obviously, it is a tricky situation. We haven't heard any impact on it. So we are rather constructive on Turkish corporates and also on the government side, although the political situation is extremely unstable because the opposition wins elections, but they were then overruled by the president. The lira is rather weak. We prefer US dollar dominated bonds. Я имел в виду долларовые, да, Да. не в лирах. Окей. Ну, я переведу тоже для других слушателей. То есть, в первую очередь, мы сейчас проговорили турецкий долг. В прошлом году мы наблюдали на фоне номинации лидеров коррекцию, потом опять-таки была немножко рынки отросли, и
на конец года 2019 будет скорее позитивный outlook по облигациям, как корпоративным, так и государственным облигациям Турции. Вот. Ну, есть там очень важный фактор, помимо коронавируса в Турции, это политика, и там очень трудно делать прогнозы, потому что там есть определенная нестабильность, сильная оппозиция, которая победила на выборах, что добавило волатильности. Вот. Поэтому сейчас немножко трудно говорить за то, что мы видим, что скорее Турция смогла встать, скажем так, с колен после коррекции в контексте падения лиры. Вот. Насколько economic data about Turkey? Do you have any actual data about Turkey? What's going on there? Not by heart, to be honest. I mean, the latest one I have seen, but they are at least 3 weeks old, was rather improving and positive, but the real actual one, I haven't checked. What about Argentina? Argentina is a tricky case because the province has defaulted, so they didn't really pay on a bond, and now there's a huge discussion with the World Monetary Fund how to restructure, how much is the recovery value. Most Argentinian bonds trade between 40 and 55, and that's exactly the value where at the moment hedge funds and the market expect what you will get for an existing bond. So there will be a restructuring. They don't pay coupon at the moment. I would rather wait and go for other places because the prices are at levels which is the recovery value, and I wouldn't bet against the hedge fund guys who have already bet in these bonds. Okay. Ну, общая ситуация тоже непростая с Аргентиной, там были случаи дефолта уже And only one so far. Okay. Пока что был, правда, только один случай дефолта в провинции, то есть мы говорим сейчас о муниципальных облигациях. Вот. На данный момент торгуются облигации в диапазоне 40-55. Это ведутся активные разговоры с Международным финансовым фондом, который Международный финансовый IMF, Monetary Fund, да? Международным финансовым фондом по реструктуризации долга. И, в принципе, цена, которая обсуждается, насколько мы понимаем, это диапазон 40-55, там же видят цену и хедж-фонды. Но мы скорее бы, наверное, не стали входить в эти бумаги. I got here a question from the chat. What about industry, which will be more attractive in 3 to 5 year horizon? Assuming that the question regards equity, I mean, it's digital health, so everything which is digitalization of healthcare, of data of patients, technology in general, and we like Asian equities. Ну, если коротко, то у нас был вопрос по поводу того в чате, насколько, какие индустрии мы видим как лидеры в ближайшем будущем, то есть какие индустрии мы верим, что они будут развиваться в течение 3-5 лет очень сильно или позитивно. Ну, есть глобальные тренды, да, это здравоохранение, да, общее как бы старение общее населения и новые технологии. Да, то есть это, если так смотреть сверху вниз, это, наверное, самые такие глобальные тренды. Вот, соответственно, компании, которые оперируют в этих сферах, они являются теми компаниями, которые смогут профицировать, наверное, от сильного роста в будущем. No, I mean, what you definitely shouldn't touch is utilities and energy stocks at the moment, unless they convert from the old world to something ESG compliant. But this is a big gamble, while the technology trend is definitely here. And given the actual situation, you can also buy boring stuff like in Switzerland, Neste, so everything which is consumer steady cash flow is also going to perform well over the coming future. Опять-таки, есть, скажем так, индустрии, которые бы не стали трогать, где мы видим, в принципе, потенциально риски, как раз, если смотреть на периметр 3-5 лет. Энергетика, да, то есть там есть подсектора, те же угольные компании, понятно, что это динозавры, которые умирают, накладываются дополнительные рестрикции в плане операций таких, ну, в плане оперативной деятельности таких компаний, рынки сбыта уменьшаются.
Но это скорее таки специфичная история. Опять-таки мы говорим здесь о long-term investment, да, не о каких-то краткосрочных вариантах заработать. Вот. То, что остается опять-таки аттрактивным и будет аттрактивным, уверенно, через 3-5 лет, это скорее, может быть, на первый взгляд, скучные компании типа Nestlé, швейцарской Nestlé, которые работают, ну, consumer-oriented, то есть ориентированы на спрос, потребительский спрос компании с хорошей технологической базой и широкой диверсификацией продуктов, с одной стороны, а с другой стороны, и с хорошей диверсификацией рынков сбыта. Another place is real estate. I already mentioned that. I mean, at the moment, most attractive is residential real estate in Europe, mainly Germany, but also France, to a lesser extent Spain and UK. Другие сектора, которые мы считаем интересны, это недвижимость. Здесь, как бы, несмотря на то, что, опять-таки, есть отдельные регионы, где недвижимость перекуплена, все равно мы видим это как интересный сектор, коммерческая недвижимость. Здесь есть, опять-таки, много инструментов на рынках. Это, с одной стороны, хедж-фонды, которые предлагают инвестиции, например, дистресс-активы. Но есть как бы и более такие стандартизированные варианты инвестировать в сектора недвижимости через REITs. Это индекс, который реплицирует, ну, который состоит из определенных компаний из этой сферы строительства. Мы предпочитаем Европу, старую Европу. Здесь тоже у нас были дискуссии, почему Европу, почему не Америку. Мы видим, что в Европе очень большая нехватка структурных реформ, то есть не только, скажем так, в плане денежной политики было сделано очень много, то есть практически все, что можно было бы сделать, они уже сделали в Европе, то есть ставки уже ниже плинтуса, соответственно, там, где еще в Америке есть небольшой потенциал понижения ставок, здесь уже это не работает. Соответственно, единственный стимул для Европы в будущем, который она может использовать для, скажем так, для позитивного влияния на рост экономики, это именно структурные реформы, да, то есть инвестиции в инфраструктуру. И здесь, конечно, в первую очередь, кто будет зарабатывать на этом, это строительные компании и недвижимость, ну, опять-таки, риц, да, например. То есть это еще один сектор, который мы считаем в средней и долгосрочной перспективе останется интересным. Давайте, может, еще один вопрос у кого-то будет, тогда будем уже закругляться по чату или, может быть, по микрофону кто задаст еще. Хорошо, друзья, вопросов больше я не вижу, поэтому хочу еще раз всех поблагодарить. Спасибо, что приняли участие в конференции. Надеюсь, всем все понравилось. Мы выйдем с вами на связь через 2 недели, чуть заранее оповестим, когда будет конференция. Вот, приходите, участвуйте, тоже сообщайте коллегам, кому будет интересно. Спасибо большое. Goodbye from my side too. Thank you. Thank you. Bye.